Здравствуйте, близнецы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад на следующую неделю. Это неделя с 19 по 25 января. Давайте посмотрим, что же вас ожидает. Какие вам сегодня выпадут карты по дням недели. Что интересного у вас произойдет в каждый день недели, соответственно, начиная с понедельника и заканчивая воскресеньем. На каждый день недели я достану по одной карте, сначала из основной колоды, а затем из дополнительной, и мы посмотрим на те комбинации карт, которые у вас выпадут, и попробуем вместе с вами разобраться, почему именно такая картинка здесь у вас получается. Пока я перетасовываю карты, я напоминаю вам, что вы можете подписаться на мой YouTube канал, вы можете оставить сообщение, оставить лайк под этим видео, если вам видео нравится. Я буду очень рада комментариям от вас. Я постараюсь на них ответить в свое свободное время. Итак, близнецы, давайте посмотрим. Повторяюсь, расклад на неделю с 19 по 25 января. Что ожидает близнецов? Итак, близнецы, понедельник. Вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Итак, что у нас есть? У нас есть первая карта Верховный жрец или Иерофант. Карта каких-то традиций, возможно, традиционных ценностей, которые для вас будут особенно актуальны, важны в самом начале недели. Напоминаю, что в принципе дни могут смещаться и меняться, поэтому для кого-то здесь будет главной, знаете, сама основная мысль того, что для вас будет важна здесь семья, вот здесь императрица, то есть, возможно, материнство, возможно, отношения в паре, потому что есть влюбленные, да, то есть какие-то партнерские взаимоотношения, союзы, желание построить гармоничные отношения в вашем союзе, какие-то доверительные отношения. Вот она, карта Верховный жрец. У кого-то это готовность к браку, к созданию семьи, у кого-то здесь желание сохранить, сберечь семью, может быть, умножить семью, увеличить ее, то есть, может быть, какие-то мысли о том, завести ли ребенка, да, принятие решения, рассматриваете такой вариант, думаете об этом. И семерка кубков, думаете о том, как будут развиваться события, когда вы это сделаете, когда вы это решение примете. Но опять-таки, скорее всего, это какое-то важное, судьбоносное для вас решение по колесу фортуны. Оно поворотное, оно значимое, и оно, скорее всего, успешное, потому что, колесо фортуны — это удача. Да, давайте посмотрим, что же здесь для вас означает Верховный жрец. Кроме того, что я уже сказала, в целом в понедельник также она может указывать, эта карта, на ваше желание поступить мудро, желание поступить разумно. Может быть, вы здесь обращаетесь к какому-нибудь человеку за советом или сами выступаете в роли такого учителя для кого-то. То есть кому-то что-то рассказываете, чему-то учите, да, в чем-то просвещаете. Вот она, карта Верховного жреца, то есть карта учителя. Давайте посмотрим, что же здесь еще есть у вас по этой карте. Карта Верховный жрец, близнецы. Что здесь еще у вас выпадет? Карта рыцаря пентаклей. Земная стихия, земной знак, возможно, имеет к этому какое-то отношение. То есть девы, тельцы или козероги по рыцарю пентаклей. Но опять-таки здесь такие неспешные события. То есть это что-то, что долгое время развивалось, происходило, в чем вы не торопили события. Это как естественный ход событий, естественное развитие событий. И вы верите в удачу, верите, что то, что вы делаете, принесет успех, соответственно. Опять-таки, если это в семейных каких-то делах или в отношениях, вы верите, что все будет хорошо, что вы добьетесь результата хорошего в этой паре, допустим, да, в этих отношениях. То есть вы здесь верите в удачу, вы верите в надежность этой семьи, этого брака, да, или этих отношений. Достаточно хорошая для вас здесь карта. Дальше шестерка мечей. Здесь
Вот он смотрит туда, в монитор компьютера, он здесь пытается найти какую-то информацию. Вы можете действительно искать какую-то информацию, определенные сведения, искать ответы на свои вопросы и находить их. Здесь вы также можете, кроме того, что вы удовлетворяете свое любопытство, да, может, вы узнаете здесь от кого-то какую-то информацию, от друзей, от знакомых, если вы у кого-то спрашиваете там в переписке, в почте, в каком-нибудь чате, в соцсети. Либо по шестерке мечей здесь вы имеете шанс что-то поменять в лучшую сторону. И вы рассматриваете какую-то возможность, которая будет таким, вот знаете, как мостиком от того, что есть у вас сейчас. Я не говорю, что это что-то плохое, да, но что-то, вот то, что у вас есть сейчас стабильное, да, и вы можете такой переход по этому мостику сделать к чему-то еще более лучшему. И вы рассматриваете эту возможность. Вы думаете о том, а имеет ли смысл это сделать, имеет ли смысл сделать эти шаги и такие перемены в своей жизни, соответственно. Но вы опять-таки верите на удачу, вы верите, что это какое-то хорошее решение для вас. У кого-то может быть здесь планирование путешествия, планирование какой-то поездки, так как отправиться в дорогу, отправиться в путешествие, отправиться в какое-то новое для вас увлекательное путешествие в вашей жизни. Итак, давайте посмотрим дополнение, что здесь еще у близнецов будет на вторник. К шестерке мечей карта 4, да, это в старших арканах император. Здесь по императору вы можете либо интересоваться чем-то касающимся такого императора, здесь это мужская больше фигура, то есть это карта такая маскулинная, очень сильная. Также вы здесь можете с этим императором, вот знаете, как будто бы считать, что ваших амбиций достаточно для того, чтобы здесь воспользоваться опять-таки какими-то возможностями, для того, чтобы проявить себя, для того, чтобы здесь показать свою значимость, свою силу, какое-то свое влияние, возможно, здесь, да, поэтому 4 карта император, то есть показать какое-то свое значение, может быть, в общении с другими людьми, может быть, общение на расстоянии с кем-то, может быть, вы куда-то едете, да, но где-то, где на вас будут обращать внимание, где по карте император вы будете занимать центровую позицию лидера, человека значимого, влиятельного. Карта император. Для кого-то здесь общение с человеком знака Овен может быть важно. И дальше идет императрица. Опять-таки, да, здесь очень много и земных знаков, то есть Дев, Тельцов, Козерогов, Тельцов в частности. Давайте посмотрим на карту императрицы в среду. То есть какие-то размышления о развитии, о процветании, успехе, о том, что вы хотите получить результаты того, что вы уже сделали, какие-то плоды, может быть, ваших трудов в работе, в делах. Либо по карте императрицы здесь какие-то размышления о, опять-таки, каком-то обустройстве там, в вашем доме, вашего семейного очага, как улучшить ситуацию в доме, может быть, как наладить отношения с детьми, с внуками, там, с близкими. Или, может быть, мысль опять-таки о том, чтобы завести ребенка. Это хороший период для зачатия ребенка, такой, да, период фертильности, очень сильной энергии, когда вы действительно как в состоянии такое важное решение здесь принять и взять на себя такую ответственность. Вот она, карта императрица. Карта воспитания детей, когда вы очень много уделяете им внимания, времени, чему-то учите. Да и в целом духовной силы, веры в свои возможности, в свои силы, карта императрица. Итак, давайте посмотрим, что еще у близнецов будет на среду, почему выпала карта императрица у вас, и здесь же карта колесница. То есть прогресс, хороший рывок вперед, если мы говорим о возможности беременности, вот она. Карта рака еще появилась, да, раки, тельцы, может быть, общение с таким знаком здесь, может быть, встреча с таким человеком. В прямом понимании, да, картинки здесь может быть поездка к родителям, к маме, к жене, не знаю, встреча с ней, или там к вашим детям, или они к вам приезжают. Может быть, и такая ситуация тоже. То есть непосредственно движение, поездка. Дальше идет паж мечей. И вот здесь вот по пажу мечей вы можете опять-таки как будто интересоваться какой-то возможностью, или вам может выпасть удачный шанс, удачный случай. Вы оказаться можете в нужном месте и в нужное время, либо здесь какое-то значение для вас важное, может тоже иметь воздушный знак, как вы. Но здесь я думаю, что все-таки эта карта вас олицетворяет, где вы пытаетесь разобраться в какой-то информации, которую узнаете, пытаетесь больше что-то прояснить для себя, понять что-то для себя. Итак, давайте посмотрим на четверг.
что здесь у близнецов есть. Карта рыцаря кубков. Узнать что-то, что от вас было скрыто. Возможно, вы здесь хотите какой-то шанс использовать романтического плана. Возможно, так. По рыцарю кубков. То есть вы здесь рассматриваете какую-то возможность, где вы сможете проявить себя, свои чувства, сказать кому-то о своих чувствах, возможно. Поэтому паж мечей. Вы можете здесь прояснить какую-то ситуацию, в которой вы находились как в состоянии внушения. Да? То есть вы, может быть, смотрели на что-то сквозь розовые очки. Здесь вы что-то проясняете для себя и понимаете какие-то вещи, детализируете что-то, разбираетесь в каких-то вещах, которые раньше идеализировали. Карта влюбленная, карта выбора, карта возможности здесь принимать решения, да, делать выбор, но при этом вы должны понимать, что здесь решение, которое вы принимаете, оно влияет не только на вас, а на вашу пару, на ваш союз. Причем пара — это не только отношения имеется в виду, это может быть отношения, там, не знаю, партнерские, на рабочие, да, то есть если вы принимаете решение, вы должны понимать, что это влияет на вашего партнера там по бизнесу, допустим, или это влияет на ваши отношения в паре, или это влияет там, на там, ваших детей, то есть это влияет на других людей, поэтому вы должны взвешенно принимать решения, но при этом доверяя еще и своей интуиции в какой-то степени. Карта влюбленная. И здесь вы стараетесь сохранить какие-то прочные союзы, какую-то прочную связь для вас, доверительные отношения между вами и кем-то другим, на кого значение человек для вас имеет какое-то важное. Да? То есть вам не все равно, как это отразится на жизни этого человека. Карта влюбленная. Кстати, карта близнецов, карта ваша. Итак, давайте посмотрим на пятницу, почему выпала карта влюбленная. У близнецов карта короля пентаклей, земная стихия. Опять-таки, земной знак, девы, тельцы или козероги могут иметь место здесь, какое-то значение важное. Но вот здесь выбор, который вы делаете, касающийся денег или финансов. Или выбор, который вы делаете, и он касается какой-то более стабильной ситуации в будущем. Потому что пентакли — это что-то заземленное, это стабильное, это что-то имеющее хорошую материальную, финансовую такую подушку. Это ситуация, когда вы чувствуете себя богатым, состоятельным, таким уверенным в себе человеком, и также понимание, что вот здесь у вас как хорошее чутье в том, какое решение вы принимаете. То есть оно действительно взвешенное, продуманное. Следующая карта — семерка кубков. И вот здесь вот интересно, вы очень много, с одной стороны, как будто бы мечтаете, фантазируете, какие-то себе строите воздушные замки. Возможно, это то, что действительно можно реализовать, но здесь больше выглядит, знаете, как вот она спит, ей что-то снится. То есть вы можете много о чем думать, и это вам может присниться во сне. Может быть, ответ на ваши вопросы какие-то. То есть здесь такая очень интуитивная карта. Но кроме всего прочего, вы можете немножечко сомневаться в каком-то выборе, как будто бы вот здесь вот вы принимаете решение, делаете какой-то выбор для вас важный. Это ведет к прогрессу, к рывку, к какому-то развитию ваших отношений или вашей жизни. Но здесь вот у вас каких-то много переживаний, все-таки сомнений, правильно ли я поступаю, правильно ли я делаю по этой карте. Семерка кубков. Давайте посмотрим еще, что здесь есть на субботу для близнецов. И здесь у нас карта семерка мечей, то есть вы боитесь какого-то обмана, вы боитесь, что, возможно, вы занимаетесь самообманом, возможно, вы боитесь, что вы идеализируете ситуацию, или что все окажется не так, как вам хочется, или что будет какой-то провал или неудача здесь с этим связана. То есть вы боитесь, что кто-то может поступить здесь нечестно, или что вы чересчур приукрашаете действительность. Да? Дальше идет колесо фортуны, карта успеха и удачи, карта вот такой вот уверенности в том, что вы все делаете все-таки верно, что фортуна на вашей стороне, что судьба к вам благосклонна. И по колесу фортуны вы здесь можете все-таки важное какое-то решение принять. Давайте посмотрим здесь дополнение к этому колесу фортуны на воскресенье. Здесь выпадает паж пентаклей как возможность хорошего шанса. Возможно, здесь по пажу пентаклей принять какое-то хорошее предложение, ценное, выгодное, которое потом принесет какую-то пользу вам материальную, либо будет по пажу пентаклей для вас, как хорошим таким выигрышным, как лотерейным билетом, что ли, не знаю, каким-то настолько правильным решением, о котором вы потом не пожалеете. Это что-то такое, где вы готовы быть решительными и действовать здесь и сейчас, потому что это вот какая-то удачная
возможность. Вот это тот момент, которого вы ждали, возможно. Это возможность здесь какое-то решение важное принять касаемо какого-то, здесь опять-таки по пажу пентаклей, ну вот, может быть, что-то связанное тоже с земным знаком, может быть, предложение от этого земного знака. То есть девы, тельцы или козероги, здесь очень много таких земных фигурирует. Либо это что-то, что, да, ведет к стабильности, пентакли стабильное, материальное, понятное, что-то ценное для вас. Важное решение, касающееся чего-то ценного. Может быть, вашего ребенка, да, важное решение, касающееся ребенка здесь. Поэтому паж, такая детская карта. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для близнецов мы завершаем. Всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя. До скорого.